Большая, огромная, емкая эта пауэр-станция, я уже считаю, для блэкаутов и для независимой вернее, для независимого энергообеспечения вашего дома, либо ваших путешествий, гаража и тому подобного. Я себе ее покупал для своего офиса под сервера Стефании, которую мы развиваем, но эта пауэр-станция называется All Powers R2500V2. Она отличается от первой ревизии не только тем, что они исправили ошибки, улучшили какие-то характеристики, они это сделали, они уменьшили цену. То есть, да, правильно, R2500 V1 и V2 имеют немного разную цену. Давайте для начала посмотрим на интерфейсы. У нас здесь есть три блока. Есть DC output, USB output и AC output. AC это у нас 4 розетки, 230 вольт с правильной синусоидой и на 2,5 киловатта каждая. При этом этот блок имеет пиковую мощность до 5 киловатт. В отличие от первой ревизии, там было 4 киловатта. В этом есть улучшение. Теперь дальше. У нас есть блок USB. У нас есть 4 USB Type-A, 2 из которых вот это 18 ватт, 2 которых 12-ваттные. И здесь 2 Type-C по 100 ватт с быстрой зарядкой, Power Delivery и с практически полным набором стандартов быстрой зарядки, протоколов быстрой зарядки, которые есть. Мы обязательно сейчас это все проверим и на честность в том числе. DC output это у нас вот такая вот автомобильная розетка плюс 2 вот таких вот штекера. При этом все это закрыто, они, кстати, поддерживают до 12 вольт, 10 ампер, 120 ватт. Все это закрыто резиновыми заглушками для того, чтобы не попадала влага, если вы, допустим, берете его, ну и пыль в том числе, если вы берете его в походы, либо там для рыбалки, для путешествий, для кемпинга. Есть классное информативное окно, покажи, пожалуйста, смотрите. У нас есть с вами время оставшейся работы. Сейчас она один день в режиме холостого хода проработает. 50 Гц, это европейская версия, само собой. Есть индикация включенных модулей, есть индикация охлаждения и индикация Bluetooth и USB, не USB, господи, Wi-Fi, потому что у нее есть приложение. Ссылки на эту пауэр-станцию и на другие пауэр-станции, на которые мы делали обзоры, и плюс на промокод Технозон, это важно, потому что вы получите скидку. Сейчас, когда мы перейдем и посмотрите, сколько скидки дает этот промокод, вы просто обалдеете. Ну и, конечно же, на проверенных продавцов лежит в описании под видео. Вот здесь вот. Здесь у нас солнечный впуск, то есть у нас можно или от машины дополнительно заряжать дополнительными аксессуарами, от 12 до 150 вольт, 13 ампер максимально. Вот такой вот. Плюс у нас есть предохранитель и есть обыкновенный 220-240 вольт, 10 ампер максимально. Станция литий железофосфатная, поэтому она тяжелее, чем простой литий, но в этом ее и прелесть. Потому что, извините меня, 3500 плюс циклов разрядки в ноль, это промежуточные циклы не так считаются, то есть если вы не заряжаете от 0 до 100, это от 0 до 100. 3500. Это реальных промежуточных 5-6 тысяч циклов. Это минимум 10 лет срок службы. Минимум. И у меня трудится 1500 уже, сколько? Года 3, да, наверное, 3,5, да. И без потери емкости. Даже S2500, которая 1,5 киловаттная, обыкновенный литий, тоже у меня без потери емкости, потому что нет полных циклов разряда-заряда. И вот по емкости. По емкости она сейчас меньше на 86 киловатт, чем у R2500 предыдущей версии. Но при этом уменьшив на 86, они уменьшили конкретно вес, уменьшили конкретно цену. Хотя тотально это всего лишь там сколько? 5% емкости они уменьшили. То есть здесь почти 2 киловатта, 1940 или 1960. Мы сейчас перейдем, посмотрим обязательно. Именно ватт-часов. 1900 с мелочью ватт-часов, пускай даже 1940. Это прям отлично для домашнего бэкапа. И я скажу, что эту пауэр-станцию можно использовать из-за ее чуть-чуть сниженного веса, ее чуть легче носить, можно использовать для домохозяйств, именно для тотальных блэкаутов, да, когда
для базового обеспечения энергопотребления, для кемпингов, для военных, для туризма, для гаражей, для СТО, для выездных ремонтов. Это прям отлично. То, что мы сейчас проверим, мы сейчас обязательно проверим все ее стандарты зарядки, ее мощность зарядки, заряжает ли она от солнечной батарейки и от машины. И, конечно же, проверим нагрузку в бытовом плане. И знаете, что еще хочу сказать? Данные станции, они очень безопасны. Многие, когда у нас были блэкауты зимой, они заявляли: вот у меня станция вывалилась, Е02, не могу заряжаться. Давайте сейчас скажем спасибо компании Allpowers, что она сделала эту защиту. Знаете, что такое ошибка Е02? Когда все включали все на зарядку, знаете, когда происходило? Один у меня знакомый: у меня станция вывалила в Е02, что ты сделал? Ну как, появился свет, я включил кондиционер, включил водонагреватель, включил пауэр-станцию. Говорю: а какое напряжение в сети? Не знаю. Он покупает... Где у нас вот эта штучка была? Сейчас я покажу. Вот коробочка у меня есть, даже лежит. Он покупает вот такую штуку. И мы понимаем, что у него в сети на момент того, как станция падает в Е02, меньше 190 вольт. А знаете, чем это чревато? Ну, электрики сейчас скажут: при падении вольтажа растет ампераж. Правильно, станция свое возьмет. А когда растет ампераж, при зарядке аккумуляторных батарей, что происходит? Дикий нагрев. И хорошо, что пауэр-станция меня бережет. Избежать этого можно, снизив, у нее, кстати, есть регулировка через приложение, снизив мощность заряда, либо не включать сразу все, потому что это физика процесса. Извините меня, пауэр-станция защищает вас. Когда мне там пишут: а вот, а та заряжает какая-то там китайская Сонсан, там, знаете, там, и потом ты читаешь в новостях: взорвалась пауэр-станция. Здесь нет, такого не будет, потому что она вас защитит. Да, неудобство есть, что когда в сети действительно есть физические проседания вольтажа, эта пауэр-станция отключится. И отключится она при перезарядке, при овервольтаже, при минимальном вольтаже, при оверампераже каком-то диком. То есть у нее есть огромное количество, при коротком замыкании, у нее есть огромное количество вариантов защиты. Короче, ребят, для блэкаутов шикарная станция. Сразу говорю, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ссылки в описании под видео. Пошли смотреть, что заявляет производитель, и, конечно же, тестировать. Итак, смотрите, Allpowers R2500 V2, портативная электростанция, и она отличается от простой 2500. Ну, во-первых, простая 2500, она 2016 ватт-часов емкость. Эту чуть-чуть уменьшили, но она конкретно дешевле, 1920, то есть фактически 100 ватт-часов. То есть это всего лишь там 5% меньше емкости. Но она стоит 41 599 гривен на фирменном сайте Allpowers для Украины. И мало того, давайте я вам сейчас подарю промокод. Вот давайте нажимаем «Купить сейчас». Вы видите, что вам тут какой-то пытаются просунуть промокод FRIENDS2. Не ведитесь. Технозон. Нажали «Применить». 4159 гривен скидки. И вы 2-киловаттную пауэрстанцию можете сейчас у официалов, то есть это конкретно производитель, взять за 37 439 новую. Что с доставкой? Ребята, показываю вам, я эту станцию покупал лично. Давайте запись экрана включу, прямо в отделении новой. Записать весь экран. Давайте запишем микрофон прямо в приложении новой почты. Заходим в новая почта. Вот она моя посылочка. Allpowers от R2500 V2EU. Я заказывал конкретно на allpowersukraine.com. В принципе, это один и тот же сайт, только тот для Европы рассчитан, это для Украины. Но оба доставляют бесплатно в Украину. Теперь смотрите, за сколько я заказал ее 25-го, ее уже отправили. 05:31. Курьер забрал посылку вечером. 29.05 я забрал ее на отделении. Ее отправлял курьер, доставляла курьерская доставка, а я переадресовал на отделение новой почты. Я ее забрал. То есть они сейчас так и декларируют. Смотрите, отправка меньше 24 часов, 3-5 дней транспортировка и до 7 дней доставка, до 7 рабочих дней. Сразу говорю, только что было зимой, я всех предупреждал осенью и прошлым летом. Говорю: ребят, будет жопа, будут блэкауты. Кто побежал покупать? Никто. Не, умные, конечно, купили. Я видел, там ребята отписывались у нас в чатах. Что да, я купил, доставили вовремя, все классно. Зимой, когда вся Украина побежала покупать,
Само собой, все ждали потом месяцами, ругались, но ждали. Потому что по такой цене вы хрен потом где купите. Поэтому покупаем сейчас, но давайте обговорим ее характеристики. А, кстати, слушайте, с промокодом даже простая пауэрстанция, вот простая R2500, смотрите, она будет реально с промокодом. Знаете, сколько вам обойдется? Смотрите, промокод Технозон не 47 167, а 42 450. То есть это самая V1, которая это. Но V2 я больше предпочитаю, потому что уже вылезали все ошибки какие-то, знаете, там какие-то мелочи. Итак, емкость 1920 ватт-часов, чистый синус, чистая синусоида, литий железофосфат, до 3500 циклов, это до 75% или до 80%. Да. 4 способа зарядки. AC, солнышко, автомобильная и AC плюс солнышко. UPS. Слушайте, тут UPS 15 секунд. А давайте сразу его тестировать. Вы сейчас видите, у нас работает телевизор. Он очень чувствителен к перепадам напряжения. То есть, если хотя бы чуть просядет, телевизор само собой погаснет. И что мы делаем? Вот вы видите там значок UPS. Мы просто вытыкаем из нашего этого UPS питание. И все, у нас телевизор продолжает работать. Воткнули, он продолжает работать. Если вы не верите, что он питается от него, давайте просто выключим телевизор. И все тоже сработало. То есть UPS работает до 15 миллисекунд. Теперь дальше. Смотрите. У нас 4 порта по 2,5 киловатт, есть пиковый заявленный 5 киловатт, то есть где-то на стартовый ток, там буквально на долю секунды. 2 порта USB-C до 200 ватт и 36 ватт Type-A. 2 DC-шки автомобильных 120. Вход на зарядку 1500 ватт максимально. Да, пожалуйста, вы сейчас видите, заряжается 1,5 киловатта. Это в максимальном. В среднем режиме заряда киловатт. И в тихом режиме заряда 600 ватт. По солнышку киловатт. Это прям существенно. И у нас 2 киловатта можно заряжать и солнышко, и AC-шку. Ну, вы сейчас видите, что у нас солнышко тоже мы заряжали. Конечно, у меня там обыкновенная панелька. Монокристалл гибкая для передвижных домов, но спокойно она берет. У меня панелька до 200 ватт. У нас пока солнышко было не очень. И такое. Нормально она берет. Хорошо заряжает. Все отлично работает. Вес 29 у нас килограмм. И, кстати, да, вот у нас можно от автомобиля тоже заряжать. Вы тоже видите, как я в своей машине заряжал эту пауэрстанцию. Есть подключение Wi-Fi, Bluetooth, но сразу говорю, приложение чисто номинальное для настройки. То есть там выбрать режимы или если вы дома посмотреть. Потому что если, допустим, пропал у вас интернет и Wi-Fi, она потом не восстановит подключение к Wi-Fi. То есть мы попробуем еще что-то с этим придумать. Но приложение здесь больше для настройки, а не для удаленного контроля. Теперь, что еще о чем хочу поговорить? Про расширенную защиту. Тут стоит классный BMS, высокая температура, низкая температура, перезаряд, глубокий разряд, короткое замыкание и просто защита батареи. То есть это все здесь есть. Это как раз из разряда вот этих вот E02 защит. Кстати, у меня сейчас кондиционер работает. У нас здесь вообще проблема по дому, в офисе с просадкой. Мы когда включаем и кондер, и пауэрстанцию, у меня специальный такой тестер просаживается в сети до 170 вольт, она сразу E02, все. И это хорошо, то есть защита срабатывает. Но здесь они показывают варианты, как ее использовать, хотя мы прекрасно все знаем, как мы ее используем в Украине, когда есть блэкауты. Ну и тут комплектность, и сравнивают они же с простым. Вообще почитать вы это все можете по ссылкам в описании под видео, там же и промокодик, пользуйтесь, пошли тестировать дальше. В частности, тестирование честности данной пауэрстанции по выдаче и по возможностям. Смотрите, классный вот такой вот у нас есть тестер. Ну, это не тестер, это вообще он, скажем так, триггер, да, который может даже выключать просадку. Очень классная вещь. Советую. Мы в Украине используем, когда проседает. Следим за напряжением. И очень хорошо выходит как тестер. Смотрите, здесь можно задавать, кстати, очень много режимов. Хотите, ссылку закину в описании под видео? Классная тема. Используем очень сильно. Выдает пауэрстанция в тихом ходу 229 вольт. Это амперы. Вот эта штука, у нее есть два режима. Киловатт и 2 киловатта. Смотрите, давайте смотрим. Сейчас у нас... я 2 сразу включил, да? Вот, давайте киловатт поставим. 952 плюс потеря преобразования плюс тестер. Честный и при этом держит нагрузку. 229 вольт, 230, как у нас дает сеть, так она и делает. То есть 229. Даем 2 киловатта. Смотрите, 1000... Сейчас оно догонит, 1800, 1900 должно быть 1879, да, минус потери, минус преобразование. И тоже она держит 230 вольт.
Классная тема на самом-то деле, очень-очень хорошо. Можем это дело вымкнуть, выключить, все. Теперь я хочу проверить с помощью нагрузок именно стандарты быстрой зарядки блока модуля DC. Вот такого вот. Смотрите, нет, DC это здесь, это у нас USB блок модуль. Для начала мы протестируем именно стандарты. Так, давайте протокол detection. Смотрим, что у нас выдают Type-C модули. 12 вольт FCP, 12 вольт AFC. SCP до 40 Вт. Quick Charge 3 до 20 вольт, кстати, очень даже неплохо. Power Delivery 100 Вт. Вот этот порт у нас дает 100 Вт по Power Delivery. 12 вольт FCP, AFC 12 вольт. Потом SCP дает 40 Вт. 12 вольт 4 ампера. 12-вольтовый Quick Charge 2 и 20-вольтовый Quick Charge 3. Давайте вот этот вот порт правильно продетектим. Влияет на определение. Пожалуйста, 100 Вт. А вот кабель другой берем, а там 60 Вт показывает. Представляешь? То есть все. Я видела, я да. представляю. Power Delivery 3, 100 Вт. Отлично. Давайте сразу проверять уже его на честность, потому что ну как-то хочется понимать. Power-станция максимально честная. Я уже с All Powers работаю, именно сам использую. Вы видели мои обзоры все, которые я делал. У меня они постоянно трудятся в моем магазине, в моей студии. Давайте Power Delivery триггеры еще. Да, у помощницы у моей тоже All Powers дома стоит. Так, давайте 20 вольт 5 ампер. Догоним. 100 Вт она должна держать честных. 100 Вт честных и при этом еще и с запасом. Ну, смотрим. Ну, здесь преобразование плюс холостой ход 106. Давайте посмотрим, насколько она ляжет. 104. 105 Вт у нее запас холостого хода. Запас именно нагрузки под Type-C. Шикарно. То есть Power у нас честный в этом плане. Смотрим. Давай сейчас будем смотреть, как у нас будем как-то показывать. Не знаю, как мы это будем показывать. Они, видишь, как сделали? Очень классно, что резиновые заглушки. Да-да-да. То есть для природы, для каких-то влажных мест. Давайте протокол детект. Ну, смотрим. Ага, вижу сразу. Samsung AFC 9 вольт. Huawei FCP 9 вольт. А ну, смотрим. Quick Charge 2 12. Quick Charge 3 24 Вт. Тоже 12 вольт. Ну, Power Delivery тут нет. Смотрим. Вообще должно быть 18 Вт. 24 вольт максимально. 12-24, да. Максимально. То есть должно быть 18 Вт. Сейчас посмотрим, что он там еще детектит. Сейчас мы сразу подключим. А не, мы сейчас подключим вторую, продетектим. Power Delivery тут нет, конечно же. Смотрим. Здесь. То же самое должно быть, но по идее в Quick Charge 3 может быть меньше, потому что тут заявлено 18, а там 12 Вт. А, здесь вообще Quick Charge нет, не видит. Это 4-й порт, а ну 3-й порт. Здесь есть простые Type А есть с Quick Charge. И с Quick Charge вот этот вот. Сейчас посмотрим, что там, видно хоть как-то. Все, я понял, смотрите. Сейчас вот это для проверки. Вот 100% правильно вычислили. Сейчас уже закончим тестирование, увидим, что мы получим. Да, смотрите, здесь мы видим Quick Charge, все честно. Вот это вот 18 Вт, синие порты, видите, они с Quick Charge. Черные порты у нас 12-ваттные без Quick Charge. То есть они просто 12 Вт выдают, просто ампераж гонят. То есть нормально. Порты честные, подтверждаем, вот это все честное. Теперь что? Ну, здесь у нас DC уже его проверять, если тут 100 Вт держит, 120 тоже держит. Да и сама по себе станция столько держит. Ну, вот если про реальные варианты использования, да, вот сценарии. Поставил я сюда Power-станцию. У нас есть кофемашинка, которая, кстати, достаточно много берет. Давайте ее сразу включать. Смотреть на потребление. Есть стартовый ток, пиковый. У нас работает сейчас холодильник. Сейчас она греется. А давайте еще микроволновочку фуганем. Выдержит? Выдержит. Это уже разогрелась, пошла в разогрев. 2,7, 2,16, 1450. То есть у нас при этом все это работает. И холодильник без каких-либо вопросов. Мы можем... Сейчас оно догреется. Мы можем запустить, тоже делать кофе.
То есть в данном случае PowerStance справляется. Насколько ее хватит? Да, надолго на самом-то деле, потому что вот это вот все вот мы сейчас включили. Не включу. Давай включим. Мы сейчас включили делание кофе, пожалуйста, 2177, 2200. Вот, пожалуйста, делает. Работает холодильник, работает микроволновка, работает это все, и она держит эту нагрузку. Ну, это сделала у нас сейчас эспрессо, маленькую порцию. То есть оно же не постоянно работает, и это постоянно падает. То есть в таком варианте использования это прям вообще идеально. И при том, что с UPS ваши вот эти вот все устройства, они даже не заметят, если вдруг отключился свет и тому подобное. Я, конечно, это использую. Мы для студии брали эту 2-киловаттную именно конкретно для работы, но такой вот вариант мы тоже не исключаем. Слушайте, очень-очень адекватно. Я думаю, что можно переходить, делать выводы, да? То есть на тестах она себя показывает, честно, Леночка машет. Все, переходим. Ну и уже на выводах посмотрим, как же работает у нас приложение. То есть эта PowerStance поддерживает и Wi-Fi, и Bluetooth. Я уже показывал, как включить или выключить. Я вам скажу так. Приложение служит конкретно для настройки. Вы можете подключать через Wi-Fi, выбрать станцию, ввести свой Wi-Fi, главное 2,4 ГГц. Я использую только Bluetooth, потому что если вдруг пропал Wi-Fi, многие там розовые очки себе одели, я буду в любой точке мира. Нет, это не так работает. Если Wi-Fi пропал, станция потеряет связь. Wi-Fi пропадет не только из-за того, что станция может не выключить его. Станция как раз переключит, UPS сработает. Медиаконвертеры теряются на стороне именно провайдера на момент переключения. Вот в чем вопрос. Дальше. Я использую по Bluetooth конкретно. Можно управлять модулями. Видите, вот включил, выключил. Можно включить DC модуль, Bluetooth модуль. Не Bluetooth, а USB модуль, AC модуль. И, конечно же, настройки скорости зарядки. Есть 3 режима. Mute мод это 600-660 Вт. Стандарт мод это киловатт примерно. И Fast мод это 1,5 киловатта скорости зарядки. Эко режим 1 час. Можно выставить от 1 до 6 часов выключения, если она стоит в простой, и включить сам по себе эко режим. Про приложение я, в принципе, для себя забыл. Она стоит и работает дальше. Для чего? Насколько улучшили? Да улучшили, ребят. Улучшили. Уменьшили вес. При этом уменьшили всего лишь на 86 ватт-часов емкость, всего лишь. Да, уменьшили на 500 ватт-час, на 500 ватт, уменьшили на 500 ватт мощность зарядки, но 1,5 киловатта вам хватит для зарядки очень быстро. При том, что все равно 2 киловатта у вас сохранилось с АЦ зарядки и плюс солнышко. То есть 1,5 киловатта это сколько? 1,5 часа зарядки. Спокойно она зарядится. Нечего делать. Даже не 1,5, час 20, да, где-то получается. Зато цена уменьшилась конкретно. То есть компания Allpowers вычистила детские болячки, которые было. Она вычистила, допустим, какие-то минусы, которые люди жаловались. И сделала версию 2 уже с учетом всего того, что они проходили по тестированию первой версии. Простой пользователь не заметит разницы между R2500 и R2500 V2. Кроме того, что она дешевле. Серьезно говорю, классно. Подходит хорошо для блэкаутов. Вы видели уже много раз, я в своих видео показывал. Дома я использую для котла отопления, допустим, R1500, полноценную, не R1500 Lite. Она держит хорошо пусковые токи котлов. У меня Фероли, достаточно прожорливый котел на пусковых токах. У меня стоит S2500 в магазине. Брал его только простой литий, потому что девчонки работают, им легче ее таскать. Она легче, сам по себе литий, легче, чем литий железофосфат. Но для блэкаута, вот это вот для работы, брал конкретно сюда. Это очень хороший вариант, вот я сейчас так попытаюсь сформулировать, базовой энергонезависимости. Вот, базовая энергонезависимость. Это не значит, что вы ее включили, и электроотопление у вас будет работать сутки. Это не так работает. То есть вы должны посчитать суммарную мощность ваших устройств, рассчитать, поделить вот эту вот емкость 1946 или 64, не помню уже, в киловатт, 1900 ватт-час, вот так вот, 1,9 киловатт, на тотальную мощность устройств, которые вы собираетесь подключить, и вы будете знать, на сколько часов этой пауэр-станции хватит. Хотя она сама это пишет, когда вы подключаете. То есть вы должны понимать, что это хорошая энергонезависимость, мобильная энергонезависимость. Почему я перешел на пауэр-станции и отказался от каких-то стационарных методов? Потому что когда прошлой зимой был блэкаут больше 3 дней, я пауэр-станцию заряжал
А, в машине, Б, в пунктах незламности, так называемых у нас, и В, ездил к друзьям в другой город, у меня была там возможность, мы там заряжались, и от генераторов я мог ее перенести и зарядить в другом месте. Для блэкаута это очень хороший вариант. Поэтому промокод Технозон на сайтах All Powers покупаем. Сейчас быстрая доставка. Нет сейчас конкретно на момент съемки видео, нет сейчас большого спроса и нет задержек доставки, чтобы не было как прошлой зимой, когда все кинутся, а уже ничего не будет. Поэтому, ребят, рекомендую. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.